Привет! Это обзор ультралегких трекинговых палок из алюминия Finsam Compact 3. Я выбирал эти палки, исходя из следующих качеств. Это одни из самых легких палок на рынке, всего 158 грамм. Производитель утверждает, что они самые легкие, но это неправда, есть и легче. Поэтому я думаю, речь идет именно об алюминиевых. А еще они относительно недорогие. Мы купили их за 50 евро, это очень неплохая цена для таких характеристик. Ну и наконец они сделаны из алюминия, а на этот материал мы полагаемся больше в походах, а почему, я расскажу далее. Эти палки сделаны из алюминия, при этом они достаточно легкие. Существуют, конечно, и более легкие модели из карбона, даже 120 грамм. Но, как известно, углепластик гораздо хуже переносит механические повреждения, а алюминий при этом только погнется. Поэтому наш выбор пал именно на этот материал как более надежный. Я понимаю, что это очень спорно, но это наш выбор. Compact 3 цельные алюминиевые палки, и они регулируются по длине цанговым креплением. То есть одна секция ввинчивается в другую. Это не самый удобный механизм, но секции держатся лучше всего друг относительно друга. Кстати, крепление можно запросто поменять из-за простоты конструкции, но при низкой температуре секции могут намертво сцепиться, к тому же их сложно откручивать перчатками. Я прошу вас написать в комментариях, с какими проблемами трекинговых палок вы лично сталкивались в походах, будет очень полезно подготовиться к таким ситуациям. У нас, к примеру, в одном из походов заклинило рычажковый механизм на нашей палке от Decathlon, и мы не смогли регулировать длину. Это было очень неприятно. Максимальная длина палок 132 сантиметра, что идеально для высоких людей и чтобы поставить нашу новую палатку. Ручка сделана из вспененного материала EVA, ее длина не очень большая, всего 9 сантиметров, и может не подойти людям с крупными руками. Наконечники из карбида, как и положено, а также возможна их замена. В комплекте шли башмаки для использования на траве и твердой почве, кольца для рыхлой поверхности и кольца большего диаметра для снега. Что касается использования, на первый взгляд они кажутся довольно хлюпенькими и могут слегка вибрировать на каменистой поверхности, но это не так сильно чувствуется на практике. Но что важно, нужно аккуратно применять нагрузку. Под неправильным углом и при большом давлении на одну палку они все-таки могут погнуться. Я бы настоятельно не рекомендовал пользоваться лишь одной палкой. И вообще с осторожностью бы подошел при большой весовой категории, но мне это не грозит. Еще будет полезно отметить похожую модель Compact 4. Она имеет 4 секции, но я бы не стал ее рекомендовать. Да, эта модель компактнее, но при этом тяжелее, поэтому я вообще не вижу в этом никакого смысла, к тому же страдает надежность. За свою цену в 50 евро это очень легкие и качественные палки. Если с ними что-то случится, мы обязательно расскажем об этом в другом ролике. Помогите продвинуть данный ролик, поставив лайк или оставив какой-то комментарий, нам будет очень приятно. Как обычно, подписывайтесь и до новых троп! У нас, к примеру, в одном подходе, 5 по 5, полезно быть готовым к таким сломался рычажковый механизм, и я буду писать все заново.